Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». В юности она сбежала из дома. Все было спланировано, как в авантюрных романах, тайная переписка, неожиданно подъехавший к дому экипаж. Но бежала эта красавица, аристократка, богачка, не к юному жениху и не в революционное подполье, как случалось с девушками той эпохи. Она бежала в монастырь. В Бадбийский женский монастырь, где была похоронена равноапостольная Нина, просветительница Грузии. Первый раз юная княжна попала туда случайно, во время светской веселой прогулки. Но как раз во время этого посещения ее сердце загорелось жаждой подвига, подвига особенного, духовного. Эта жажда не покидала ее всю жизнь. Даже став монахиней, она сохранила особенную горячность. Однажды игуменья заметила, что каждый день в определенные часы в монастыре не могут найти 3 молодых послушниц. Выяснилось, что они, во главе с юной княжной, выбираются в горы и роют там маленькие пещерки, в которых планируют уединяться для молитвы. Только строгое внушение со стороны старой и опытной игумении остановило юных подвижниц. Позднее она пережила покушение и только чудом осталась жива. В нее стреляли неизвестные, возможно, просто грабители, а возможно, революционеры, которые путем вооруженных экспроприаций, а по сути прямого грабежа, пополняли кассы своих нелегальных организаций. Весь экипаж, в котором она ехала с племянницами, был изрешечен пулями. Кучер и стражник погибли на месте, а игуменья, в руках у которой всю дорогу была икона Серафима Саровского и ехавшей с ней ее племянницы, не были даже ранены. В зрелые годы она очень хотела поселиться недалеко от Саровской пустыни, места подвигов Серафима Саровского, которого очень почитала. Но эта мечта не сбылась. Вместо этого ей пришлось строить пустынный скит недалеко от Москвы. Обстановка здесь была очень бедная. Богослужебные сосуды были деревянные, иконы без окладов. Сестры трудились на огороде и были сосредоточены на молитве. Когда в 1923 году скит ликвидировали, даже сами ликвидаторы поразились такой бедности. После изгнания из построенной ею обители она сняла большую старую дачу к северу от Москвы. Здесь вокруг нее собрались около 20 скитянок. Возник тайный монастырь. Некоторые из послушниц продолжали жить в миру и обращались за духовным руководством к матушке Фомаре. Монахини тайной обители сами добывали себе пропитание, стегали одеяло, вышивали, занимались другим рукоделием. Каждый день в самой большой комнате дачного дома служилась литургия. В 1931 году игуменья, священник и большая часть сестер были арестованы. Престарелая матушка содержалась в общей камере Бутырской тюрьмы вместе с уголовницами. Затем последовал приговор – 5 лет ссылки в Сибирь. Матушка и добровольно последовавшая за ней послушница Анна Волкова были направлены в деревню Усть-Уда на Ангаре в 200 верстах от Иркутска. Жизнь здесь была очень тяжелой. Матушка писала из ссылки своей духовной дочери: «Живу в уголке за печкой, в полу дверь в погреб. Да и за это Бога благодарю. Хотя бы тут-то оставили». В 1934 году срок ссылки был сокращен, и монахи не смогли вернуться в Россию. Но здоровье матушки Фомаре было уже подорвано. Она заболела туберкулезом горла. Она медленно угасала, поддерживая своих послушниц и подавая им пример терпения, верности идеалам и горячего стремления к духовному подвигу. Павел Корин писал ее образ в последний год жизни матушки. Схиегуменья Фомарь скончалась
23 июня 1936 года и была похоронена на лютеранском Введенском кладбище, единственном в тот момент кладбище в Москве, где еще можно было совершать религиозные обряды при погребении умерших чад церкви, независимо от их конфессиональной принадлежности.